Что происходит, если доверить тяжелую технику идиотам? Правильно, начинается настоящее безумие. Я собрал для вас самые невероятные кадры. От пылающих карьерных самосвалов до башенных кранов, которые рухнули вниз из-за человеческой ошибки. А в конце я оставил самое невероятное, так что советую досмотреть до конца. И начну с козырей. Посмотрите на эту жесть, благо никто не пострадал. Автомобильные краны используются для подъема и перемещения тяжелых грузов, и их безопасность напрямую зависит от правильного балансирования и установки противовесов. Жаль, что иногда встречаются идиоты, которым лень все просчитать. Без этих мер кран может легко опрокинуться, что может привести к серьезным авариям, повреждениям оборудования и даже к человеческим жертвам. Ключевая причина, по которой автомобильные краны нуждаются в балансировке, заключается в том, что они поднимают грузы, вес которых может достигать десятков и даже сотен тонн. Если центр тяжести крана смещается из-за неправильного распределения веса, возникает риск потери устойчивости. Чем выше поднимается груз, тем больше это смещение влияет на стабильность крана. Если же кран не сбалансирован, он может потерять равновесие и опрокинуться даже при относительно небольшом наклоне. И примеров этому масса. Транспортировка огромного 400-тонного крана, как видно на видео из Венесуэлы, представляет собой крайне сложную и опасную задачу. Процесс шел гладко до того момента, как тягач начал спускаться с небольшого холма. В этот критический момент водитель неожиданно потерял контроль над управлением, что превратило буксировку в неконтролируемый слалом. Такие операции требуют максимальной точности и внимания, поскольку любая ошибка может привести к серьезным последствиям. К счастью, в этом случае никто из рабочих не пострадал, что является редкостью в подобных ситуациях, учитывая масштабы и вес перевозимого объекта. Однако для устранения последствий инцидента и восстановления порядка на месте происшествия потребуется привлечение дополнительной техники, включая еще один кран. Этот инцидент подчеркивает важность тщательного планирования и соблюдения мер безопасности при проведении подобных операций. А вот наглядный пример, когда техника безопасности была нарушена. Не бойтесь, водитель не пострадал. Что здесь было нарушено? Во-первых, тщательная оценка устойчивости скальных пород и мониторинг их состояния, хотя это основа безопасности. Регулярные геологические обследования и мониторинг трещин позволяют предсказать возможные обрушения и вовремя принять меры, чтобы избежать подобных событий. Во-вторых, организация работы на участке должна учитывать риски падения породы. Необходимо строго соблюдать минимальные расстояния между техникой и опасными зонами, где возможны обрушения. В этих зонах должны быть установлены специальные барьеры и сетки, которые могут задержать падающую породу. Эти защитные конструкции уменьшают вероятность повреждения техники и снижают риски для людей. Увы, тут решили просто сэкономить, никаких конструкций и прогнозов, лишь надежда, что и так сойдет. Несчастные случаи в карьерах, связанные с разгрузкой породы, могут происходить по разным причинам, и один из таких инцидентов, когда порода застряла в кузове самосвала, что чуть не привело к его опрокидыванию. Этот случай подчеркивает важность соблюдения всех правил безопасности при работе с тяжелой техникой и грузами. Произошло это на одном из крупных карьеров, где самосвал был загружен тяжелой горной породой. Машина подъехала к месту разгрузки, и оператор начал процесс опрокидывания кузова, чтобы сбросить груз. Однако порода по каким-то причинам оказалась плотно утрамбованной и не начала сразу высыпаться. Водитель поднял кузов выше, но и это не помогло. Порода оставалась на месте, что создавало критическую ситуацию. При дальнейшем подъеме кузова центр тяжести автомобиля начал смещаться, и самосвал начал опасно наклоняться в сторону. Оператор понял, что машина находится на грани опрокидывания. Пытаясь стабилизировать ситуацию, он начал опускать кузов, но резкие движения только усугубили проблему. Самосвал еще больше накренился. Лишь быстрое вмешательство других работников карьера, которые заметили опасность, помогло избежать трагедии. Они использовали другую технику, чтобы стабилизировать самосвал и предотвратить его падение. Выглядит это эпично. На представленных кадрах видна рутинная работа верхнего привода буровой установки, которая обеспечивает вращение колонны труб в процессе бурения скважины. Вначале все идет штатно, оператор оборудования кажется спокойным. Однако ситуация резко меняется,
когда начинается интенсивная вибрация, а затем привод внезапно выходит из строя и обрушивается. Этот инцидент может быть связан с износом тросов, которые поддерживали механизм. Это яркая иллюстрация того, как быстро могут развиваться события, приводя к авариям даже при, казалось бы, обыденных операциях. Несмотря на видимую рутинность, такие работы требуют постоянного внимания и контроля за состоянием оборудования, чтобы избежать подобных несчастных случаев. А что по поводу огня? Предотвращение перегрева и возгорания спецтехники – одна из ключевых задач, обеспечивающих безопасность на строительных и промышленных объектах. Спецтехника, такая как экскаваторы, бульдозеры, погрузчики и краны, работает в тяжелых условиях, что делает ее подверженной перегреву. Несоблюдение мер предосторожности может привести к серьезным авариям, включая возгорание техники, что может нанести значительный ущерб и даже угрожать жизни работников. В первую очередь важно регулярно проводить техническое обслуживание, которое включает проверку системы охлаждения, замену охлаждающей жидкости, чистку радиаторов и контроль уровня масла. Недостаток масла или загрязненные радиаторы могут стать причиной перегрева двигателя. Современная спецтехника оснащена датчиками и системами мониторинга, которые позволяют контролировать температуру двигателя и других критически важных узлов. Важно следить за показаниями этих систем и своевременно реагировать на предупреждения о перегреве. Если температура двигателя превышает норму, необходимо остановить технику и дать ей остыть, прежде чем продолжить работу. Соотношение массы при подъеме краном – это один из самых важных аспектов безопасности и эффективности работы на строительных и промышленных объектах. Каждый кран имеет определенную грузоподъемность, которая обозначает максимальный вес груза, который он способен безопасно поднять. Превышение этого ограничения может привести к серьезным последствиям, включая повреждение крана, потерю груза и даже обрушение конструкции, что может представлять угрозу для жизни и здоровья людей. Так получилось и в этом случае. Кто-то просто не рассчитал вылет стрелы и вес трактора, который пытались быстренько достать из ямы. Закончилось это плачевно, но, к счастью, обошлось без жертв. Но иногда ошибки могут быть более глобальными. Демонтаж мостов с помощью техники – сложный и многоэтапный процесс, требующий тщательного планирования и строгого соблюдения мер безопасности. Инженеры и проектировщики тщательно изучают конструкцию моста, чтобы определить наилучший способ его разборки. Важно учитывать нагрузку на разные элементы моста и последовательность действий, чтобы избежать внезапного обрушения. Увы, некоторые действуют наугад, надеясь, что пронесет. Водитель этого экскаватора решил на глазок рассчитать траекторию падения пролета, но немного забыл про габариты своей техники. К счастью, кабина оказалась достаточно крепкой и рассчитанной на подобный исход, так что водитель не пострадал. Башенный кран – сложная и массивная конструкция, предназначенная для подъема и перемещения тяжелых грузов на больших высотах. Несмотря на свою устойчивость и прочность, он может упасть по ряду причин. Основные из них включают ошибки в установке, неблагоприятные погодные условия, перегрузки и человеческий фактор. Одна из ключевых причин падения башенного крана – ошибки при его установке. Если кран неправильно закреплен на основании или его секции установлены с нарушением технологии, это может привести к нарушению устойчивости конструкции, например, неравномерное распределение нагрузки на опоры или недостаточное закрепление анкерных болтов может привести к постепенному смещению крана, что в итоге вызовет его падение. Так произошло и в этом случае. Но, к счастью, техник, который успел заметить проблему, не пострадал. Но не только человеческая халатность и невнимательность губят технику. Неблагоприятные погодные условия также представляют серьезную угрозу для стабильности башенного крана. Сильный ветер, особенно порывистый, может создать критическую нагрузку на стрелу и башню крана, что приведет к их деформации или опрокидыванию. В регионах с частыми штормами или ураганами краны должны быть оборудованы специальными датчиками, которые предупреждают операторов о превышении допустимых нагрузок. Хотя, на мой скромный взгляд, инженеры должны заранее просчитывать и такие варианты, как на видео. Представляете, что будет, если такая техника рухнет на жилой дом? А теперь посмотрите на этих гениев погрузки. Интересно, как они потом спускали экскаватор таким же способом.
Вообще, процесс погрузки тяжелой техники на прицеп и ее доставка требует особого внимания к безопасности и тщательного планирования. Это особенно важно при транспортировке крупногабаритной строительной, сельскохозяйственной или промышленной техники, которая может весить несколько тонн. Весь процесс можно разделить на несколько основных этапов. Прежде чем приступить к погрузке, необходимо убедиться, что и техника, и прицеп находятся в исправном состоянии. Техника должна быть тщательно осмотрена на наличие повреждений, протечек и других потенциальных проблем, которые могут усложнить погрузку или транспортировку. Прицеп также проходит проверку. Проверяют его грузоподъемность, состояние осей, шин и тормозной системы. Но давайте будем честны, кто этим занимается? Перевозка спецтехники через реку – сложная задача, требующая тщательного планирования и строгого соблюдения всех мер безопасности. В зависимости от ширины и глубины реки, а также от наличия инфраструктуры, могут использоваться различные методы, такие как переправа по мосту, использование парома или временной понтонной переправы. Увы, но гении на этих кадрах решили форсировать реку своим собственным уникальным способом. Вот еще наводить понтоны и искать паром, и так переплывем. Что в итоге у них вышло, история умалчивает, но подобных случаев переправы в интернете полно. Во время демонтажа цехового оборудования произошла авария из-за ошибки крановщика. Он неверно оценил соотношение вылета стрелы крана и массы груза, с которым предстояло работать. В результате его автокран даже был вынужден встать на задние опоры, что является чрезвычайно опасным маневром. Крановщик быстро покинул кабину, осознав риск происходящего. Хотя ситуация складывалась не по плану, важно отметить, что груз в итоге был успешно опущен на землю. Этот инцидент подчеркивает значимость точного расчета и строгого соблюдения технических параметров при работе с подъемным оборудованием, чтобы избежать аварий и обеспечить безопасность на рабочем месте. А вы видели, как полыхает действительно гигантская техника? БелАЗы – это гигантские карьерные самосвалы, поражающие своими размерами и мощностью. Эти машины, весом в сотни тонн, предназначены для перевозки огромных объемов горной породы в карьерах. С высотой, сравнимой с двухэтажным домом и колесами размером с автобус, БелАЗы впечатляют своей масштабностью и силой. Они способны перевозить более 400 тонн груза за один раз, что делает их незаменимыми в добывающей промышленности. Эти монстры техники символизируют мощь и эпичность инженерной мысли, оставаясь крупнейшими самосвалами в мире. Жаль, что обслуживают их частенько идиоты, которые не следят должным образом за состоянием техники, доводя ее до такого состояния. Карьерные бульдозеры необходимы для выполнения тяжелых земляных работ в карьерах. Они используются для разравнивания земли, удаления горной породы, создания дорог и подготовительных работ перед добычей полезных ископаемых. Благодаря своей мощной конструкции и огромному весу, бульдозеры способны работать в самых сложных условиях, перемещая большие объемы грунта и материалов, обеспечивая эффективную и безопасную работу на добывающих объектах. Но иногда водители переоценивают свои навыки. Этот решил убрать огромный кусок породы, не рассчитав свои возможности. Итог. Камень победил. Несчастные случаи на строительных площадках и в карьерах, к сожалению, не редкость. И один из таких случаев, когда экскаватор срывается с горы из-за внезапного обрушения породы. Подобные происшествия часто происходят неожиданно, оставляя минимальные шансы на спасение. Важно понимать причины таких аварий и принимать меры для их предотвращения. Когда экскаватор работает на склоне или в условиях нестабильной почвы, существует постоянный риск того, что порода под машиной начнет двигаться. Это может произойти по разным причинам. Чрезмерное давление на почву, ухудшение погодных условий, таких как сильные дожди, или изначально нестабильное состояние породы. Как только порода начинает обрушаться, она может повлечь за собой тяжелую технику, даже если оператор старается быстро остановить работу и вывести машину в безопасное место. Хоть и выглядит такой спуск забавно, водитель вряд ли улыбается в этот момент. Перегруженный самосвал, движущийся по городским улицам, может стать причиной серьезной аварии, особенно если дорога не рассчитана на вес такого тяжелого транспорта. Но зачем вообще смотреть на эти знаки? Один из таких инцидентов произошел, когда самосвал, загруженный сверх нормы, буквально ушел под асфальт, потому что дорога не выдержала его вес.
Все началось с того, что самосвал, перевозивший строительные материалы, выехал на одну из городских улиц. Машина была загружена значительно больше, чем предусматривалось ее техническими характеристиками. В условиях города, где дороги рассчитаны на легковые автомобили и стандартные грузовики, а не на тяжелую карьерную технику, это оказалось критической ошибкой. Самосвал двигался по маршруту, и в какой-то момент асфальт под ним начал трескаться. Из-за того, что дорога была не рассчитана на такую нагрузку, сначала появились небольшие трещины, а затем произошел резкий провал асфальта. Огромный вес самосвала буквально продавил дорожное покрытие, и машина частично ушла под землю. Передние колеса самосвала оказались в яме, и машина накренилась вперед, создавая угрозу полного опрокидывания. Этот инцидент сразу вызвал панику среди очевидцев, и на место были вызваны экстренные службы. Водителю удалось покинуть кабину без травм, но само транспортное средство оказалось сильно повреждено. Кроме того, пострадала городская инфраструктура. Участок дороги был полностью разрушен, а подземные коммуникации, такие как трубы и кабели, получили серьезные повреждения. А как вы считаете, надо ли сажать за такую халатность? Я бы точно наказывал, ведь могут пострадать и другие люди. Обязательно пишите в комментариях свое мнение и ставьте лайк, если хотите вторую часть. И да, если вы любите технику, умеете писать интересные сценарии, монтировать или озвучивать видео, то переходите в Telegram-бот по ссылке в описании. Буду рад сотрудничать. И спасибо за просмотр, друзья!